Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Икигай. Недавно я выпускал видео с торговлей по потенциалу движения цены и столкнулся с тем, что многие люди не знают, что такое потенциал движения цены и как его можно определить. Также многие эксперты, критики говорили, что как ты анализируешь там часовой таймфрейм и заходишь на 5 минут и 15 минут, что это такое и так далее. Вот сегодня мы со всем этим разберемся. Я объясню, что такое потенциал движения цены в моем понимании и так далее. И, друзья, если это видео будет для вас полезным, а я уверен, что оно будет для вас полезным, обязательно поставьте этому видео лайк и пишите в комментариях ваше мнение, какую-либо вашу обратную связь, поддержку, критику и так далее. Меня просто удивило то, что люди это не знают, хотя я снимал уже об этом видео, но я посмотрел, что снимал я его очень-очень давно. Это одно из первых моих видео. И сегодня с новым опытом, с более большим опытом, с более большими знаниями, мы повторно разберем эту тему и разберем новые моменты. Итак, давайте с вами начнем. У меня сейчас спрашивают такие вопросы, наподобие на каком таймфрейме нужно торговать, какое время экспирации нужно использовать при торговле на часовом таймфрейме и так далее. Ребят, мы торгуем не на таймфреймах, мы торгуем на платформах, на брокерах, на биржах, на рынке и так далее, но не на таймфреймах, забудьте вообще это понятие. Мы анализируем таймфреймы, анализировать нужно абсолютно все таймфреймы нужно смотреть общую картину рынка. Так что забудьте такое понятие, как торговля на таймфреймах, его просто не существует. При этом все таймфреймы взаимосвязаны, то есть мы анализируем рынок. Мы анализируем движение цены, мы анализируем все таймфреймы, которые доступны, мы смотрим общую картину рынка, поэтому не задавайте больше такие вопросы. Итак, давайте разберем ситуацию на валютной паре фунт-франк. Это 15-минутный таймфрейм. Нарисовал я диапазон движения цены, а именно уровень сопротивления и уровень поддержки. Цена у нас ходит здесь в диапазоне от уровня к уровню, и что нам нужно сделать? Нам нужно определить, в какую сторону пробьется этот диапазон. Опять же, все это анализ истории, постфактум и так далее. Но у меня есть плейлист торговли в реальном времени, где я торгую данными методами, и именно анализ истории дает нам основание полагать, что будет в будущем с движениями цены. Поэтому анализировать историю — это очень-очень важно, разбирать все эти моменты и так далее. Итак, во-первых, нам нужно определить, в какую сторону пробьется этот диапазон. Допустим, пробитие у нас еще не существует, еще его не образовалось, у нас есть только движение вниз и этот диапазон. А судя по этой картине, мы можем предположить, что цена пробьется у нас вниз, поскольку тренд нисходящий, цена вошла в диапазон от нисходящего тренда. Хорошо, что мы здесь видим еще? Мы видим паттерн с большой тенью снизу. Итак, теперь разберемся с понятием потенциала движения цены. Потенциал движения цены — это то, в какую сторону цена пойдет, то, куда цена движется с большей вероятностью. Это и направление, и конкретные уровни, докуда цена будет доходить, то место, где цена развернется и так далее. Это и есть потенциал движения цены. Для определения потенциала движения цены используются все ваши навыки и знания. Абсолютно все, чем вы пользуетесь, вы можете использовать при определении потенциала движения цены. Итак, я использую свечной анализ. Это самый для меня надежный и самый информативный способ анализа рынка. Нашел диапазон и нашел паттерн. Паттерн образовал ложный пробой уровня поддержки. Ложный пробой уровня поддержки дает нам основание полагать, что истинный пробой произойдет в обратную сторону, то есть произойдет пробой уровня сопротивления. Это раз. И второй фактор — это сам паттерн, который указывает на повышение. Паттерн с большой тенью снизу. Его я отметил, то есть сам паттерн дает нам основание полагать, что произойдет движение вверх. Но опять же, это всего лишь 1,5 фактора для движения вверх. Их нам недостаточно. Что мы делаем дальше? И вот, я опять же напоминаю, что важно анализировать все таймфреймы, смотреть общую картину рынка. Мы переходим на более большие таймфреймы и смотрим общую картину рынка. Это часовой таймфрейм. Давайте я отмечу ситуацию, которую мы анализировали на М15. Вот наша ситуация. Здесь находится наш диапазон движения цены на М15. Что мы видим теперь? Мы отдаляем график и видим, что цена у нас находится в диапазоне. То есть справа картины у нас нету. Вот, мы видим данный прямоугольник и видим определенные минимумы. Вот раз, вот два и вот 3. По этим минимумам можно провести область поддержки. То есть данный диапазон движения цены на М15 образовался на области поддержки. Это еще один фактор для движения вверх. То есть потенциал движения цены направлен вверх, судя по тем факторам, которые мы здесь нашли. А теперь разберемся, докуда цена будет идти после пробития данного диапазона. То есть мы уже предугадываем сценарий движения цены на дальнейший срок. Это делается для
определение тейк-профитов и стоп-лоссов, для определения вашего соотношения рисков и подбора времени экспирации. Итак, сверху я нарисовал область сопротивления. Нарисовал я ее уже потому, что мы имеем. Давайте сократим области поддержки и области сопротивления. Как будто этой картины справа у нас пока еще не существует. Немножко удлиняем нашу область сопротивления. И очень важное правило. Цена у нас движется от уровней к уровню. От сильных уровней к сильным уровням. Если у нас здесь присутствует диапазон движения цены, то цена у нас движется от уровня к уровню. Это и будет потенциалом движения цены. То есть цена после отскока от уровня поддержки должна дойти до уровня сопротивления, потому что она ходит в диапазоне. И как раз таки тейк-профит можно выставлять на этом уровне сопротивления, поскольку это потенциал движения цены. И обратите внимание, что диапазон на М15, то есть здесь есть свой диапазон на М15, и этот диапазон образовался внутри диапазона на часовом таймфрейме. Здесь также есть свой диапазон, уже более масштабный. И вот благодаря общей картине рынка и определяется потенциал движения цены. Но это еще далеко не все. Мы знаем, что диапазон у нас также может пробиться в какую-либо из сторон. То есть здесь цена могла бы пробить уровень поддержки в этом диапазоне и в итоге пробить область поддержки уже в диапазоне на часовом таймфрейме. И цена пошла у нас здесь на понижение. Как этого избежать? Нам нужно смотреть еще более масштабную картину рынка. И здесь мы уже сталкиваемся с теми комментариями, которые мне пишут умники. Смотрите. То есть зачем нужно анализировать более большие таймфреймы, все более и более смотреть дальше рыночную картину. Потому что все таймфреймы взаимосвязаны. И если на М15 произойдет какой-либо импульс вниз, то он отобразится и на более больших таймфреймах. То есть здесь коротенький диапазон пробьется вниз, здесь пробьется уже масштабный диапазон, более масштабный. И теперь мы уже смотрим более большие таймфреймы. Сейчас я объясню, для чего их нужно анализировать. Смотрите, это дневной таймфрейм. Я отметил уровнем поддержки и уровнем сопротивления диапазон на часовом таймфрейме. То есть это тот самый диапазон, который мы анализировали. Теперь мы немножко отдаляем график и видим, что этот диапазон находится еще в более большом диапазоне. Нарисовал я область поддержки и рисую область сопротивления. Давайте выделю ее красным цветом, чтобы было более понятно. А теперь давайте все состыкуем. То есть диапазон на М15 образовался внутри диапазона на часовом таймфрейме, и часовой диапазон образовался внутри диапазона на дневном таймфрейме. И во всех диапазонах цена у нас движется от уровня к уровню. При отскоке от уровня поддержки цена вероятнее всего будет идти к уровню сопротивления. И при отскоке от уровня сопротивления цена вероятнее всего будет идти к уровню поддержки. То есть вот у нас отскок от уровня сопротивления, цена идет к уровню поддержки. И так далее. И для чего нам так много анализировать, для чего нам заходить так далеко? Давайте в этом разбираться. Начнем опять же с самого начала. Если бы мы не посмотрели часовой таймфрейм, мы подумали, что этот диапазон вероятнее всего пробьется бы вниз, поскольку тренд у нас здесь краткосрочный, нисходящий. Далее мы смотрим часовой таймфрейм, находим еще один диапазон и находим уровень поддержки. Тем самым мы убеждаемся в том, что вероятнее всего отскок будет именно на повышение. Но уровень поддержки также может быть пробит. И чтобы этого избежать, мы смотрим еще более большие таймфреймы. Если уровень поддержки пробьется здесь, то он пробьется на любых таймфреймах. Это вполне логично. И теперь мы определяем, будет ли пробит этот уровень поддержки или нет. Для этого мы переходим еще на более большие таймфреймы и видим, что этот диапазон у нас образовался при отскоке от уровня поддержки в еще более большом диапазоне. А как мы знаем, цена при отскоке от уровня поддержки движется, вероятнее всего, к уровню сопротивления. То есть, вероятнее всего, этот диапазон у нас будет пробит на повышение. Именно поэтому лучше всего заходить на часовом таймфрейме от уровня поддержки, а не от уровня сопротивления. Итак, давайте подведем итоги и сделаем коротенькие выводы. Потенциал движения цены – это цель цены. Это то, куда цена движется с большей вероятностью. То есть, в какую сторону она пойдет, докуда она пойдет и так далее. Потенциал движения цены определяется на основе ваших навыков анализа и ваших знаний. Это может быть свечной анализ, индикаторы, объемы и так далее. Все что угодно, что поможет вам определить направление цены. Цель цены – это уровень. Какой-либо сильный уровень поддержки и сопротивления. Цена у нас всегда движется от уровня к уровню. В каких-то редких случаях, конечно, она может отскочить непонятно где. Но в большинстве цена движется именно таким образом, от уровня к уровню. Везде присутствуют определенные диапазоны. Рынок большую часть времени стоит именно в диапазонах. Важно анализировать все таймфреймы. Важно анализировать абсолютно все таймфреймы. Важно смотреть общую рыночную картину, поскольку вы можете пропустить какие-либо факторы для определения рыночного движения. Диапазоны на более мелких таймфреймах могут образовываться внутри диапазонов на более больших таймфреймах. Это относится ко всем таймфреймам, то есть
М15 диапазон внутри часового, часовой внутри дневного и так далее. То же самое касается и трендов. То есть есть свои краткосрочные тренды и долгосрочные тренды. Потенциал движения цены нужно определять для постановки стоп-лоссов и тейк-профитов, для подбора времени экспирации и для ваших целей, а также для определения точки входа. То есть если диапазон вероятнее всего будет пробиваться вверх, то лучше заходить от уровня поддержки. Если диапазон вероятнее всего будет пробиваться вниз, судя по всем факторам, то лучше заходить от уровня сопротивления. И, друзья, это все только основа. Далее мы будем углубляться в тему потенциала движения цены, то есть он не только так определяется, есть определенные правила. Допустим, цена движется при пробое трендовой линии до каких-либо экстремумов, у флагов фигур технического анализа есть свой потенциал движения цены, у разных закономерностей есть свой потенциал движения цены. То есть все это нужно запоминать и изучать. А это именно основа, это база, это фундамент, который вам поможет определять потенциал движения цены. Друзья, обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, пишите вашу обратную связь, для меня это очень важно, для меня очень важна ваша активность. Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на телеграм-канал, там много полезной информации, там проводятся розыгрыши каждый день на 500 рублей. Ссылочки будут в описании. Также подписывайтесь на Инстаграм, я тоже его веду постепенно. На этом видео подходит к концу. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.